Face-tracking. Штатив для этой камеры. Я стипендиант этого фонда. Я задыхалась. Я иду за камерой. С ума сойти. Мне в это вообще не верится. Я собиралась идти за ней завтра, но я подумала, что чем завтра будет отличаться от сегодняшнего дня. Я посмотрела десятки отзывов на эту камеру и нашла магазин, где она продается не по завышенной цене. Надеюсь, она будет нормальной. Привет, мой телёськовый какой. Я разорена. Боже мой, минус огромное количество денег. С ума сойти. Я поняла сегодня что я никогда не буду готова к тому, чтобы разориться. Что завтра я пришла бы, что сегодня. И оказывается, хорошо, что я сегодня пришла, потому что они собирались повысить цену. Так как курс доллара повысился, я счастлива. Они мне сделали скидку и прям такую, вау, спасибо им. Люблю их, буду покупать за них еще раз. Ну, конечно, нужно будет домой прийти все проверить. Но я так счастлива. Потратила деньги, которые зарабатывала год. Классно. Ужас, конечно. Я каждый раз вспоминаю, сколько я могла бы купить акций на них. Но потом думаю, ладно уж, это же инвестиция в себя, в свое хобби, которым хотела заниматься уже лет так 10. Так что нормально, я себя этим успокаиваю. Капец. О, выглядит все шикарно. Не знаю, насколько... О, боже мой. Я, как доисторический человек, вообще забыла о том, что я могу сделать. Хтыц. Face-tracking. Красота. Ну вот и все. Тут так дует ветер, с ума сойти уже. Я сейчас иду в Мегу, чтобы купить себе штатив для этой камеры. И начался дождь. Просто посмотрите на это небо. Единственное, о чем я беспокоюсь, не о том, что я промокну, а о том, что промокнет эта камера, и это ужасно. Какая прелесть, милашество. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking why the cut the June blues, yeah, I wanna. Сегодня я сходила в Технодом, и они удивительно, но несмотря на карантин, они работают, и у них работает самовывоз. Мне удобно прям так стало держать эту камеру в руках, и прелесть какая. Еще перед выходом мне позвонили из Конрад-Аденауэр-Стифтунг, поскольку я стипендиант этого фонда. Они собираются устроить встречу личную для каждого стипендианта в этом году, поскольку из-за
карантина большие скопления людей не разрешаются, поэтому планируют по трое встречаться, то есть Томас, представитель фонда Конрада Аденауэра в Казахстане, один стипендиант, уже выпустившийся, и еще один стипендиант, это вот один из 37, включая меня. Мне назначили встречу на четверг и сказали подготовить introduction на английском, то есть представление себя другим стипендиантам. Я такая... Что мне говорить? Ну ладно, я примерно представляю. Я активный волонтер, я полумарафонец, я люблю снимать и монтировать видео. Что я еще могу сказать? Вот что. Я знаю немецкий, я улетаю в Германию. Не знаю, что еще говорить. Сказали что-нибудь интересное про себя. Я из Павлодара, я перфекционист, я боюсь провала. Что еще говорить? Поэтому я сейчас буду работать над своим интродакшеном. Я сейчас в ботаническом саду, и сюда я приезжала с Томасом Хельмом, это представитель фонда Конрада Аденауэра в Казахстане, и с одним стипендиантом этого фонда. Они сказали выбрать одно любимое место в Алматы, и я привела их в ботанический сад, потому что в ботаническом саду был мой первый волонтерский проект. Отсюда все началось. Здесь я перевоплотилась из очень скромной, смущенной девочки, которая не умеет общаться с людьми, в ту, которая более открыта теперь к людям. Записывали introduction для других стипендиантов. Я просто так готовилась к нему. Мне сказали подготовить introduction на английском, и я подготовила на английском. Я почему-то, несмотря на то, что мне сказали, ты можешь говорить на русском, я такая... Ничего, я на английском готова, я расскажу на английском, и черт, я никогда так не волновалась. У меня слова заканчивались, я задыхалась, у меня глаза дергались, никогда такого не было, ужас. И все, чего мне сейчас хочется, это скрыться от лиц людей, зарыться в песок, как страус, потому что мне так стыдно, я так ужасно провела этот интродакшн. Все, прекращаем жаловаться, делаем выводы, анализируем ситуацию. И да, вот. Помимо этого, сегодня Томас провел лекцию о сторителлинге, о том, как, рассказывая истории, можно больше увлечь людей. Рассказывал, какие должны быть ступени у истории. И это, по сути, очень интересно. Я прям поразилась. Это то, что мне нужно сейчас, чтобы рассказывать истории на YouTube. Вот. И он сказал, что самое важное в историях, помимо эмоций, то есть должны быть не только одни эмоции, а еще и месседж какой-то, чтобы люди извлекли какую-то ценность из истории. Вот. Мне кажется, было очень познавательно. Мне кажется, сейчас уже поеду домой, потому что я не знаю, где мне здесь можно снять видео, и я в ужасном настроении сейчас от того, что я провалила свой интродакшн. Еще мне, я не знаю почему, либо от стресса, потому что когда я стрессовала и рассказывала свою историю, у меня просто очень сильно глаза дергались оба. Не просто один какой-то, а оба дергались. И я сейчас не могу нормально их открыть. И я просто хожу с полусонными глазами, хотя с утра они такими не были. Сейчас я поеду домой. Ура! Мой план по походу домой отменяется, потому что я увидела, что здесь рядом Ритц-Карлтон. Это значит, что рядом Есентай парк, куда я всегда хотела попасть. Так что сейчас пойду туда. И вот он, этот парк. Я в Есентай парке. И просто... Мне сегодня вручили мое подтверждение о том, что я получила стипендию Уркунде для фрау Айтиленовой Жени. Здорово. И они еще сюда положили блокнотик и ручку. Какой милый! Тут вместо обычных белых листов орнамент. Приятно посидеть. Удивительно, но там было достаточно тихо и приятно, но у меня не было с собой ничего, что поделать.
Я попыталась посмотреть YouTube, пообщалась с подругой, помогаю ей заполнить заявку на визу. Я посидела, посмотрела на людей, посмотрела на горы, и теперь я точно иду домой. В тот раз не нашла, а так я с кормом была. Сегодня я поехала на лестницу Медеу. Меня пригласили мой друг и по совместительству однокурсник Эмиль и его сестра Рамина. Я в этот день почти не говорила на камеру, потому что стеснялась перед теми, с кем пошла. Я рассказала им про пещеру, мы подошли, посмотрели, но заходить не стали, так как там крипово. Еще мы делали очень много фото. Кстати, весь путь от самого низа составил 842 ступеньки. Туда поднимемся. Нам нужно было вот сюда. Вы видите эти тучи? Мы попали под дождь. Дождь закончился, и мы теперь идем по мокрым ступенькам вниз. Стыдно.